Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, что она хочет вам сказать, но не решается. Что же она скрывает от вас? Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Итак, какая женщина пришла к нам сегодня? Так, значит, смотрите, сразу же у нас четко видно, что пришла женщина, которая в своей жизни видит и ценит только деньги. Женщина, которая любит, чтобы ей преклонялись, поклонялись. Она любит, чтобы все было, как она сказала. Она любит, чтобы все плясали под ее дудку. Если же вы делаете что-то против нее, это может начаться грандиозный скандал. Даже если это было в прошлом, да, она любит, чтобы, вот знаете, ну, любой каприз просто. Вот она взмахнула волшебной палочкой, да, и сразу вы все делали, вот как джин просто. Она любит сиять, она выделяется в обществе. Ну, такая вот, ну, знаете, она человек, который больше притворяется. Вы это сразу и не знали, вы не понимали, что до конца свою женщину вы не знаете. Она очень умела вами манипулировать. Она очень часто притворялась, особенно если ей что-то нужно было. Напишите в комментариях, было у вас такое, женщина притворялась с вами или нет? Вот именно когда вы просекали, что да, вот притворяется. Женщина, которая очень умело могла казаться такой вот белой и пушистой. Хотя на самом деле у нее много скелетов в ее шкафу есть. Женщина, которая, знаете, вот она особо палец о палец не ударит. Вот если это касается ссоры, допустим, она никогда не пойдет первая на примирение, либо же очень редко пойдет. Потому что у нее корона, она же вся такая звезда. Она никогда не унизится. Она вот будет сидеть до последнего, вплоть до того, что она будет страдать, но первой она шаг не сделает. Так. Женщина, которая любит веселье, какие-то, вот знаете, корпоративы, посиделки с подружками. Она очень любит, когда вот вы преклонялись, что ли, перед ней. Вот она себя чувствовала на высоте. Она, знаете, за счет вас, эта женщина повышала свою самооценку. Потому что у нее по жизни, может быть, даже с детства, у нее как-то вот занижена самооценка была. Может быть, родители как-то к ней не так относились, да, неправильно. И у нее много комплексов. Она их, конечно, тщательно пыталась скрывать. И сейчас пытается скрывать. Но не очень-то у нее получается. Поэтому она за счет вас, за счет того, что вот она пыталась поставить себя выше вас, она повышала свою самооценку. Конечно, очень неприятная история. Так, а что же она, давайте посмотрим, вот как же она сейчас поживает и что же она хочет вам сказать. Что она поняла, может быть. Так, боже, как она живет играючи, вот по жизни, как-то легко. Живет играючи, ни на что не обращая особого внимания. Она, знаете, она привыкла вот к мужскому вниманию. Эта женщина, она постоянно вот такое ощущение, что она по жизни привыкла находиться в любовных треугольниках. Это было и до вас, это было и при вас. То есть вот, ну, трое точно было всегда. Это было всегда. Вот она любит, что одному она позвонит, решит одну проблему, второму позвонит, еще что-то решит, третьему позвонит, еще, да. И знаете, вот вы как-то вот, ну, не выделялись в ее глазах. Вот она вас рассматривала как такого, знаете, вот я даже не знаю, каким словом назвать, чтобы не обидеть никого. Ну, то есть она вот вас опустила ниже плинтуса вот для себя.
Может быть, потому что у вас денег не было достаточно, может, каких-то возможностей не было. Вот знаете, как некоторые женщины вот называют таким некрасивым словом, вот нищеброды, да, вот как-то приблизительно так она могла вас считать. Либо же в другом ключе, может быть, вы в чем-то другом ее не удовлетворяли, да? У каждого это проиграется своя ситуация, не обязательно это финансы. Но что-то такое, либо качество какое-то ваше ей очень сильно не нравилось. И она даже вот общаясь с подружками, она не то, чтобы просто вот называла вас по имени. Знаете, вот почему-то у меня такое вот идет, как будто она вот обзывала вас. Вот обзывала именно каким-то вот, ну я не знаю, конечно, тут не написано, ну какими-то нехорошими словами, и они вместе с подружками над вами даже потешались, понимаете? Вот типа там лопухи и все такое, да, вот что-то в этом роде там. Вот. А другие уже, вот другие для нее мужчины, они были обеспеченные, другие на высоте, да, вот, допустим, вот общаясь с подружками, да, в каком-то своем кругу, вот один есть лопух, да, грубо говоря, а другие вот и он и то мне сделает, и все сделает, и то он умеет, и раскрасавчик. Ну, то есть, да, такая вот пренеприятнейшая история, да. Вот, поэтому она такая вот по жизни какая-то вот лицемерка. Она и тех обманывала. Она могла своим ухажерам говорить, что да, я с мужем там и не живу, либо же он там смертельно больной, да, вот как обычно это говорят. Либо же вообще мы каждый живем своей жизнью, хотя это было неправда. То есть она врала и вам, она врала им. То есть она постоянно, вот посмотрите, очень четко видно, у нее всегда было по несколько ухажеров. Вы могли даже этого не знать. Да, это больно, да, это обидно, но с этим уже ничего не сделаешь, это уже факт. И я так подозреваю, что с такой женщиной вы уже вряд ли живете, да? Вы скорее перекрестились и сказали, что спасибо, что Бог отвел пораньше. Так, итак, смотрим дальше. Что она хочет сказать? Это вот дамочка, которая как уточка плывет с легкостью по жизни. Что она хочет сказать? Она, знаете, она все-таки хочет сказать вам, хотя я думаю, она никогда вам не скажет этого, никогда не признается. Вот ей не хватает вашей вот этой заботы какой-то, внимания, несмотря на то, что она вас там гнобила, обзывала и так далее. Вот она в чем-то ностальгирует за вами. Каких-то моментов ей не хватает. Знаете, у кого-то из вас может даже проиграться, что ваша женщина может втихаря так немножко следить за вами, что ли. Она может даже вплоть до того, что из-за угла где-то стоять, да, вот как вы с работы, допустим, выходите или возле дома, либо же в соцсетях там с другой странички заходить и пересматривать, может быть, ваши фотографии какие-то. Вот у нее есть какие-то нотки ностальгии. Вот с одной стороны, да, получается как-то, что она вас гнобила, а с другой стороны, у нее, потому что, да, посмотрите, потому что вы ее носили на руках. Вот за этим она и скучает. А сейчас у нее просто, ну да, ухажеры есть. Ухажеры, которые очень временные, ухажеры, которые надолго с ней не задерживаются, потому что они ее очень быстро раскусывают. И она начинает искать других. Она постоянно в каком-то поиске. Вот она бы, знаете, хотела вам сказать то, что она в каком-то роде жалеет за вами. Вот она жалеет за тем, кем она чувствовала себя рядом с вами. Вот посмотрите, у нас и на дне колоды, вот она жалеет за той заботой, которую вы проявляли, да. Вот вы из тех людей, которые последнюю рубашку отдадут, да, который вот как отец окружит свою девочку заботой. Вот этого и не хватает. Да, она может бравадой брать всех. Она вот такая распрекрасная царевна-лебедь, но в душе она жалеет. Ей очень не хватает вашей заботы, вашей любви, того, что вы делали. Она, конечно, это вам не скажет никогда.
Так. Так. Да, она так и будет жить. От мужчины к мужчине маска, постоянный маскарад какой-то, постоянное лицемерие и нотки ностальгии за вами. Потому что уже такого, как вы, она вряд ли встретит. И обычно попадаются такие же вот мужчины, которые тоже, как и она, с легкостью плывут по жизни, ничего особо не представляя собой, да. А вы были готовы и в дождь, и в снег, и в гололед, да, мчать к ней в любом состоянии, здоровый, больной, сонный, уставший. Вы были готовы горы сворачивать ради нее. Вот за этим она скучает, страдает, но этого она никогда вам уже не скажет, потому что уже у каждого из вас своя история. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!